Здравствуйте, дорогие друзья! Примерно год назад мы записывали видео, в котором рассказывали про специфику работы с нефтегазовой статистикой, которую публикуют крупные организации. Почему нельзя в лоб воспринимать данные этой статистики, почему нельзя на основе воспринятых в лоб данных этой статистики делать какие-то далеко идущие выводы. И вот жизнь подкидывает нам живой пример, на котором можно еще раз обратиться к этой теме, но уже затронув такую страну, как Венесуэла, чуть, наверное, более подробно, чем мы рассматривали в прошлый раз, и тем более подробно в контексте текущих событий. А именно, что за события, дорогие зрители из будущего, происходит в данный момент? В данный момент обостряется противостояние между Венесуэлой и Соединенными Штатами Америки. Ну и делается далеко идущий вывод, который заключается в следующем. 300 миллиардов баррелей нефти. Разумеется, идут ради этих 300 миллиардов баррелей нефти в Венесуэлу американцы. Ряд наших крупных СМИ и телеграм-каналов стали рассказывать о том, что, посмотрите, Венесуэла обладательница крупнейших запасов нефти в мире. 300 миллиардов баррелей. И к их берегам подводят флот Соединенных Штатов Америки. Ну, значит, Соединенные Штаты Америки идут за нефтью. Более того, стали говорить о том, что, посмотрите, Венесуэла ведь один из крупнейших производителей нефти в мире. Но я, наверное, разочарую часть аудитории, смотрящей это видео, и замечу сразу, я очень сильно сомневаюсь, что происходящее хоть как-то напрямую связано с запасами нефти в Венесуэле. А почему я сомневаюсь? Во многом было уже объяснено в том ролике годичной давности, в котором я объяснял, почему нельзя прямолинейно воспринимать нефтегазовую статистику. И, собственно говоря, с ее прямолинейным восприятием мы сейчас и имеем дело. Ну что ж, тогда поговорим о самом веселом, о нефтегазовой статистике. Тем более ситуация нас к этому располагает. До недавнего времени этим занималась компания BP. И ее продукт, вот этот самый обзор мировой энергетики, был очень востребованным, и таковым он остается и сейчас, когда его выпускает уже не BP напрямую, а компания, или организация, которая называется Energy Institute. По сути, это один и тот же продукт, но теперь выпускаемый немножечко другими людьми. По своей сути, по содержанию, по структуре это тот же самый продукт. Так вот, почему я вдруг о нем вспомнил? А потому что большая часть информации, которую вы можете в публичной плоскости увидеть о запасах в той или иной стране, о направлении поставок из той или иной страны, об объемах добычи, потребления и прочего, берутся из этих ежегодных отчетов. Или обзоров. Так вот, вернемся на 15, даже на 16 лет назад. В 2009 год. Летом 2009 года был опубликован очередной ожидаемый обзор мировой энергетики. Да, публиковался он на неком неблагоприятном фоне, потому что в 2008 году начались проблемы у мировой экономики, в 2009 году эти проблемы продолжались, и эти последствия этих проблем мы увидели уже в отчете за 2010 год. Но нам интересно сейчас не это, нам интересно, а что же отчет 2009 года говорил о запасах нефти в Венесуэле. О запасах нефти в Венесуэле отчет говорил, что нефти в Венесуэле 99,4 миллиарда баррелей. Много, безусловно, очень много, но не рекорд. Откуда взялись 300 миллиардов баррелей, о которых сейчас говорят все? Это интересный момент. И тут нам нужно посмотреть, как менялись оценки буквально за следующие 2, 3, 4 года. В 2010 году неожиданно выясняется, что запасы в Венесуэле уже не 99,4. Нет, запасы в Венесуэле больше 174 миллиардов баррелей. Притом это данные за 2008 год. Опять же, то есть давайте следите за руками. В 2009 году публикуется обзор, в котором пишется, что по итогам 2008 года запасы нефти в Венесуэле составляют 99,4 миллиарда баррелей. Но потом приходит 2010 год. И что же мы видим в обзоре за 2009? Соответственно, в 2010 рассматривается 2009 и прежние годы. А мы видим, что неожиданно
запасы нефти в Венесуэле уже не 99 с лишним миллиардов баррелей, а не 172 миллиарда 300 миллионов баррелей. Притом, следите за руками, в 2009 году описываются данные за 2008 год. В 2010 году эти данные, то есть, соответственно, в 2010 мы видим данные за 2009, 2008, и прежние годы. И мы видим, что данные за 2008 год в 2010 были пересмотрены в сторону увеличения с 99,4 до 172,3 миллиарда баррелей. Как так? То есть не в 2009 году какие-то невероятные события произошли, что были обнаружены новые запасы. Нет, просто говорят, да, в 2008 году на самом деле было немножко больше, почти в 2 раза. Но на этом все не остановилось. В 2011 году в обзоре мировой энергетики мы видим данные, что на самом деле в Венесуэле 211,2 миллиарда баррелей запасы нефти. То есть они продолжают расти. Венесуэла, видимо, все прирастает и прирастает какими-то миллиардами. И уже в 2012 году мы видим 297,6 миллиарда баррелей. И за следующие пару лет были пересмотрены запасы еще немножечко в сторону увеличения до 303,8 миллиарда баррелей. Итого, с конца нулевых по середину 2010-х годов запасы нефти в Венесуэле были пересмотрены практически в 3 раза. Да что там, не практически, а вот в 3 раза. С почти 100 миллиардов баррелей до чуть более 300 миллиардов баррелей. И, собственно говоря, этот показатель 300 миллиардов баррелей сейчас и кочует по публикациям, по различного рода аналитическим заметкам, по постам в Телеграме, в которых проводится простая логическая связь. Огромные запасы, рекордные запасы. Действительно, Венесуэла по этому показателю, если напрямую смотреть на это значение, Венесуэла является мировым лидером. Кстати, из мирового вот этого обзора, который BP публиковал, а теперь публикует Energy Institute, данные попадают в Википедию. Поэтому люди, которые публикуют данные о запасах в той или иной стране, может быть, даже не залезали в этот самый обзор мировой энергетики. Нет, они могли просто залезть в Википедию и там вбить крупнейшие запасы нефти. И увидели бы, что да, по рейтингу, который базируется на данных вот этого обзора, Венесуэла на первом месте. И значит, все понятно. В Венесуэлу идут ради нефти. Но проблема заключается в том, что эти объемы запасов почему-то не конвертируются в объемы добычи. И вот тут мы с вами должны будем поговорить о странной ситуации, которая складывается вокруг Венесуэлы, вокруг ее нефтегазового сектора, опять же, последние лет 15. И попытаемся объяснить, а почему такая ситуация складывается, и почему нельзя, просто глядя в Википедию, делать выводы космического масштаба. В конце нулевых годов произошел мировой экономический кризис. В ходе этого кризиса снизилось потребление энергоносителей, упали цены. И добыча в Венесуэле тоже снизилась. Кстати, добыча снижалась не только в Венесуэле и не только в нефтяном секторе. Например, в России в это же время снижалась добыча газа в 2009 году по сравнению с 2008 годом. Это было отражением довольно простого факта. Потребление у наших покупателей снизилось, и внутри страны тоже потребление, мягко скажем, не росло семимильными шагами. Поэтому добыча сократилась. А в Венесуэле был отягчающий фактор, который называется себестоимость. Венесуэльская нефть тяжелая, сложная. Венесуэльскую нефть очень дорого добывать. Но не всю венесуэльскую нефть исключительно дорого добывать. Добыча в Венесуэле сократилась. Она ушла ниже отметок в 3 миллиона баррелей в сутки, она достигала 2,5 миллионов баррелей в сутки, но в течение первой половины 2010-х годов этот показатель восстанавливался, пока не достиг к середине десятилетия примерно 2,7 миллиона баррелей в сутки. Да, это было меньше, чем пиковые значения, которые наблюдались ранее, но это было лучше, чем в ходе кризиса. И если бы все развивалось более или менее благополучно, можно было бы ожидать восстановления добычи в Венесуэле. Но что такое благополучно? Благополучно подразумевает высокие цены на энергоносители вообще и на нефть в
частности, нефть опять должна была стоить порядка $100, чтобы добыча в Венесуэле росла и восстановилась до кризисных значений. Однако в 2014 году начался кризис перепроизводства на мировом рынке. Кто был виноват в этом кризисе, мы разбирали в соответствующем ролике, но если кратко, виноваты в этом были в первую очередь Соединенные Штаты Америки, точнее компании, которые начали ускоренными темпами увеличивать добычу нефти в Соединенных Штатах, и за счет того, что все-таки у нефти есть мировой рынок, проблемы избытка производства в Соединенных Штатах стали выплескиваться за пределы США. Отчасти в происходящем был виноват Ирак, а отчасти в происходящем была вина и ОПЕК тоже, потому что ОПЕК к тому моменту, по сути, разваливалась, потому что не могла она уследить за соблюдением квот, установленных для всех членов организации. Все члены организации старались превышать установленные квоты, по крайней мере, пытались это делать все, кто чисто теоретически мог это делать, то есть, мягко скажем, взаимоотношения внутри ОПЕК были так себе. И вот сочетание быстрого роста добычи в Соединенных Штатах, быстрого роста в ОПЕК в целом и в Ираке в частности, привели к возникновению избытка предложений на мировом рынке, который оценивался на тот момент где-то в 1,5-2 миллиона баррелей. И цены рухнули. А вместе с падающими ценами начала снижаться и добыча в Венесуэле. Во второй половине 2010-х годов она опустилась где-то до 1,5 миллиона баррелей в сутки. И да, разумеется, кризис 2014-2016 годов был не единственным нефтяным кризисом за то десятилетие. Был кризис, который начался в октябре 2018 года, он продолжался в течение 2019 года, а потом плавно перешел в пандемию, которая, в общем-то, тоже, мягко скажем, не благоприятствовала росту добычи, установлению адекватных цен на нефть, и потребление в какой-то момент резко обвалилось. В отдельные периоды, в отдельные недели потребление мировое падало практически на треть, чего, наверное, до этого вообще никогда не наблюдалось. И, разумеется, цены рухнули, и под давлением этих низких цен в любом случае добыча в Венесуэле оставалась бы на уровне не выше 1,5 миллиона баррелей в сутки, но она оказалась ниже этого уровня. И причина крылась не только в кризисах, с которыми нефтяная промышленность Венесуэлы ничего сделать не могла из-за высокой себестоимости производства нефти в первую очередь. Проблема была и в том, что Соединенные Штаты Америки при Дональде Трампе, при его первом сроке, ввели санкции против Венесуэлы. И в конце первого квартала 2019 года импорт нефти из Венесуэлы в Соединенные Штаты прекратился. То есть американские компании не имели больше права импортировать венесуэльскую нефть, а для понимания масштаба Венесуэла занимала 3-е место среди внешних поставщиков. Да, разумеется, тут тоже стоит сделать важную статистическую оговорку. Примерно половина всего импорта обеспечивается страной, которая занимает 1-е место – Канадой. И уже за места в этой второй половине борются все остальные. На 2-м месте обычно оказывается Мексика. Но Венесуэла с Мексикой боролась за 2-е место, не смогла ее побороть и закрепилась на 3-м месте, пока, наконец, против нее не были введены санкции. Санкции ввели, и что же мы наблюдаем? Мы наблюдали снижение добычи. То есть ограничение доступа на внешние рынки вымыло с нефтедобычи Венесуэлы порядка половины той нефти, которая к тому моменту добывалась. И в итоге добыча опустилась до отметок порядка 700 тысяч баррелей в сутки. А теперь самое интересное. Есть довольно уважаемая организация Restart Energy. Эту организацию уважают не некие абстрактные люди, ее уважают в том числе в ОПЕК, в отличие от Международного энергетического агентства. Они прислушиваются к оценкам Restart Energy. И в общем и целом статистика, которую публикует Restart Energy, более чем адекватно выглядит на данный момент. Я не знаю, как там будет в будущем, на данный момент это более чем адекватная статистика. И по оценке Restart Energy, совокупные запасы ОПЕК, которые публикуются странами ОПЕК, завышены примерно на 40%. И одной из стран, которая очень сильно завышает оценки своих запасов, является как раз-таки Венесуэла.
Если мы посмотрим на более консервативные оценки венесуэльских запасов, мы увидим, что Венесуэла не обгоняет Саудовскую Аравию, не занимает первое место, что самая благоприятная оценка для Венесуэлы дает ей, примерно 30 миллиардов баррелей. А если посмотреть на доказанные запасы, на то, с чем можно работать уже сейчас, или то, с чем работают, и если мы посмотрим на более или менее достоверно известные запасы, опять же, включив экономическую составляющую, не надо забывать, что если у вас есть нефть, которую можно добыть, затратив $200 на баррель, ее вы не будете добывать, если на рынке цены $100. Тем более не будете ее добывать, если на рынке цены порядка $60. Так вот, если посмотреть на вот эту более консервативную часть запасов, то есть про которую мы более достоверно знаем, где она, что она, сколько ее, можно ли ее извлечь при текущих технологиях и извлечь, заработав какие-то деньги, то мы увидим, что речь может идти сейчас где-то от 9 до 26 миллиардов баррелей. Да, разумеется, может быть в Венесуэле запасов больше. Может быть, но просто Венесуэла добывает практически на порядок, хотя не практически, а буквально на порядок, меньше, чем Российская Федерация, чем Саудовская Аравия, чем Соединенные Штаты Америки. И уровень добычи в этой стране в меньшей степени связан с внешнеполитической ситуацией и в большей степени связан с уровнем затрат на производство. Если бы сейчас с Венесуэлы сняли все возможные санкции, то при текущих ценах ситуация была бы такой, какой она была до 2019 года. То есть, скорее всего, Венесуэла, и компании, работающие на ее территории, включая американские компании, добывала бы порядка 1,5 миллиона баррелей в сутки. Для понимания, Соединенные Штаты Америки потребляют примерно 20 миллионов баррелей в сутки. При этом добывают они, если говорить о сырой нефти, где-то 13,5 миллионов баррелей в сутки. Да, часть этих миллионов баррелей отправляется на экспорт, порядка 4,5 миллионов баррелей. Импортируется при этом порядка 6-7 миллионов баррелей. То есть, дорогие друзья, если вы просто залезли в Википедию, при всем уважении к Википедии, к источникам, на которые ссылаются авторы статьи в Википедии, и увидели там данные про 300 миллиардов баррелей, и вас эти данные поразили в самое сердце, вы поняли, что ради этих 300 миллиардов баррелей американцы идут в Венесуэлу, то вы совершаете ошибку. Совершаете ошибку, не учитывая реальный уровень добычи, реальный уровень затрат, изменение затрат и уровня добычи, которую мы наблюдали хотя бы на протяжении последних 2 десятков лет. Если мы их будем учитывать, мы поймем, что даже если сейчас нефть будет стоить $100 за баррель, и с Венесуэлы будут сняты все ограничения, добыча там будет где-то в районе 2,5, 3,5 миллионов баррелей в сутки. Да, разумеется, это немало, но $100 за баррель мы пока не видим. Мы видим 60, 65, иногда видим $70 за баррель. Возможно, в ближайшие пару лет цены вернутся к отметкам 80-90 баррелей. Но и то, скорее всего, особенно с учетом инфляции доллара, мы можем предположить, что даже если с Венесуэлы снимут все возможные санкции, то при цене на нефть $80-90 добыча там может подняться до 2 миллионов баррелей в сутки. А зачем же тогда американцы устраивают эту шумиху вокруг Венесуэлы? Если дело не в рекордных запасах нефти, если дело не в том, что именно на тяжелую венесуэльскую нефть, как говорят некоторые лидеры общественного мнения, заточены американские заводы. А я не знаю. Я честно вам скажу, я не знаю, зачем они это устраивают. Но я вас уверяю, они это делают не ради нефти. Если вдруг что-то произойдет с государством Венесуэла, и американские компании начнут там работать более вольно, чем они работают сейчас, то даже тогда нельзя будет делать вывод о том, что все это происходило ради нефти, потому что американским компаниям работать в Венесуэле сейчас запрещает государство Соединенные Штаты Америки, а не сама Венесуэла. Венесуэла не против сотрудничества. Венесуэла не против доступа американских компаний на свою территорию. В общем, дорогие друзья, вот так. А
в чем же истинные причины происходящего вокруг Венесуэлы? Ну что ж, вот об этом надо, наверное, спросить наших господ политологов и военных экспертов. Но они почему-то все еще думают про нефть. Давайте вариант с нефтью хотя бы попробуем исключить и подумать о чем-нибудь еще. На сегодня, дорогие друзья, все.